чем отличие происходящих процессов в психике и в теле при реализации созидательных и разрушительных желаний? Сейчас подумаем. Не задавали мне такого вопроса никогда. А он, кстати, интересный, реально. Думаю, что отличие в следующем. Ну, то есть мы берем двух людей, да? Один живет, допустим, больше созидательными желаниями, другой живет больше разрушительными желаниями. В чем разница вообще? Как провести эту границу? Твое желание созидательное или разрушительное? А граница проходит между тобой и другими. Да? То есть ты живешь за счет других, ты получаешь больше, чем отдаешь. Или ты отдаешь больше, чем получаешь. Да? Ну, что-то в этом роде получается. Да? То есть ты ставишь «мы» выше, чем «я», или ты ставишь «я» выше, чем «мы». И тогда ты скорее заберешь у ближнего себе, да? Или наоборот, ты скорее не позаришься на не свое. Значит, вот получается, в чем граница, да? Значит, что происходит в психике и в теле, когда ты живешь больше одним или больше другим? Ну, надо понимать, что если все по-правильному, да, то должен быть баланс. Должен быть баланс, и тогда, ну, все хорошо, все ровно, все симметрично, все силы центростремительные и центробежные работают как надо, и все везде сбалансировано и уравновешено, да. Теперь, если перекосы, да, то есть если у меня перекос в разрушительное желание, то есть у меня перекос в эгоистичность, в то, что я гребу под себя за счет других. И там, где возникает элемент сомнения, я всегда выбираю себя. Что происходит в моей психике? Ну, это может происходить по двум причинам. Это может происходить по причине неразвитости. Неразвитости. То есть просто из-за того, что я не дорос. Вот, например, не знаю, там, вот я читал случай в Индии был, там крокодил съел ребенка, да? Но это ж не потому, что крокодил плохой. Он, ну, просто он крокодил, он не понимает, как бы, всей трагичности того, что произошло на уровне людей. Он живет по своим законам. В мире крокодила, если ты вкусный, аппетитный и не можешь постоять за себя, то, ну, как бы, в каких ты можешь быть претензиях тогда? Ни в каких. Все, до свидания. Да? То есть здесь дело не в том, что с крокодилом что-то не так. С ним все правильно, он сделал как бы максимум из того, что он мог. То есть он полностью реализует себя в своей крокодилии функции. Вот то же самое, но есть люди, которые не доросли. Да? Есть люди, которые не доросли, и они не видят совершенно искренне, что их поведение неадекватно. И это одна ситуация. То есть, если это происходит, все окей. Почему? Потому что человек реализует себя как есть, да? Ему надо просто помочь вырасти, и он набирает, то есть вот он у кого-то что-то забрал, он получит за это там в бочину себе хук справа. Это поможет ему вырасти и увидеть, что надо поглядывать на других. Или не получит, и тогда он получит свое маленькое удовольствие, он захочет еще больше. Ну и как бы рано или поздно он дойдет до того, кто его научит, что так делать нельзя. Совсем другое, если человек понимает, что он делает, но все равно делает из боли, из обиды, из вредности, то есть из плохих состояний. Ну, из какой-то травмированности. Значит, здесь процесс внешне похож, но внутренне происходит другое. Внутренне происходит, по сути дела, его убегание от собственной боли. То есть он вместо того, чтобы найти внутри себя свой косяк, свой изъян, вместо того, чтобы сделать внутреннюю работу, он идет и пытается заткнуть эту боль тем, что он у кого-то снаружи там что-то отнял плохое, что-то ему сделал. Как бы играет в такую игру с собой и с другими. Ну, это кариес. Это кариес, то есть в его психике он укрепляется, он не растет, а он деградирует. Он укрепляется в своем
разрушительном состоянии. Он разрушает и себя, и мир вокруг. И, в принципе, это тоже его попытка сбалансироваться. То есть он у кого-то отнимая, рано или поздно набредет на того, кто не будет готов ему отдать. Да? И этот человек тоже устроит ему лечение. То есть, я не знаю, там драться они будут, или тягаться, или пихаться, там, или стреляться. Но что-то будет. И мир тем самым будет как бы избавляться от человека в плохом состоянии. Мир ему будет говорить, что чувак, тебе надо заняться собой. Как бы. Разберись, что там у тебя болит, перестань это делать с людьми, или будешь получать вот такие вот сложности. Вот, это что касается разрушительной позиции, которую мы приравняли в этом видео, на этой нашей с вами встрече, к позиции эгоистичной. Теперь берем позицию, когда ты делаешь что-то созидательное, да, то есть ты что-то создаешь в этом мире, что-то для людей. Все то же самое. Все то же самое. Вся логика копируется. То есть ты можешь делать это от развитости, разрушительное от неразвитости, созидательное от развитости. То есть ты настолько вырос, ты настолько большой, ты настолько мощный. Ты приходишь, и тебе скучно играть вот в это, вот во что все играют там. Тебе не хочется сплетничать, потому что ты не видишь в этом смысла. Тебе не хочется кому-то там что-то, какие-то гадости, что-то подзузыкивать кому-то там, какие-то каверзы устраивать. Тебе не хочется подойти и что-то сломать, кому-то что-то испортить, кого-то. Вот это все, это вообще не твой уровень. То, чем занято большинство людей, у тебя не вызывает вообще. То есть ты понимаешь, что вот когда люди это делают, их удовольствие настолько маленькое, и это все от боли, от пустоты или от неразвитости, что вообще не возбуждает. Ты чувствуешь в себе силу, мощь, способность и желание сделать что-то созидательное и большое, и делаешь это. И это клево. Если это так, то очень круто. Очень круто. Вот, но может быть другое. Может быть другое, что ты играешь в созидательность от того, что ты чувствуешь, что ты неадекватен, в мире, в реальном. Например, ты не способен там отстаивать свои границы, свою территорию. Ты как бы проседаешь в ранжировании, да. А созидательность, творчество, да, это же очень часто способ не конкурировать. Потому что когда ты творишь что-то, да, ты уникальный. А уникальность тебе как бы создает твою нишу отдельную. И ты как бы вне конкуренции, да. То есть, так как ты творец, то у тебя, ты в такой вот попадаешь в а-ля богемское состояние, что ты не такой, как все, ты человек творческий. Творчество это всегда уникально. Поэтому, на вкус, цвет товарища нет. Тут как бы это другая среда. И большинство на самом деле людей выбирает творческий путь изначально не столько даже по таланту, сколько от того, что они не способны играть по общим правилам. Потому что за талантом очень часто прячется совершенная неспособность быть адекватным, совершенная неспособность жить жизнью с детьми, с семьей, и так далее, да. Психические отклонения очень серьезные, глубокие. Вот. И тогда все то же самое. То есть вся та же логика, что вот мы разбирали про разрушение. В голове у человека происходит, что он вместо того, чтобы качать свою адекватность, он качает свое убегание от собственной неадекватности. Вот что происходит. Вот что происходит. Все то же самое. Сейчас я еще вопрос твой перечитаю. Да, в чем отличие происходящих процессов в психике? Кажется, что я ответил. То есть ключиком здесь, через который все разбирается и происходит, является понимание, а что происходит, собственно, почему. То есть ты когда вот это делаешь, да, когда идет разрушительное или когда созидательное, что толкает тебя в это? Что заставляет? Вот понимание этого ключа позволяет распорядиться этой ситуацией правильно. Найти энергию, найти реально, что происходит, и конвертировать это в поведение, которое улучшает ситуацию, а не отдаляет тебя от себя самого.